это не только дает тебе уверенность в том, что твой метод, твоя стратегия, твоя система по-прежнему работает, но еще позволяет тебе замечать вот эти тенденции, то есть те же самые паттерны, сигналы, повышать узнаваемость ситуации, в которой ты должен действовать. То есть когда тебе нужно нажимать кнопку, где лучше всего поставить стоп-лосс, где лучше всего поставить take profit. Вы меня часто спрашиваете: Аркадий, а вот какой паттерн лучше всего работает, какой объем брать в сделке, там куча, вопросов, какими позициями торговать, сколько процентов, сколько пунктов стоп-лосс. И все эти ответы сегодня я дам вам в своем видео, потому что это видео будет посвящено статистике и тому, что лучше работает. На выходных я протестировал, как на выходных, относительно на выходных, потому что большую часть времени сейчас люди проводят дома, и на рынке не так много всего, поэтому такой лайтовчик, немножко сформировался. Давайте посмотрим на статистику, и даже не сколько на статистику прибыльных, убыточных сделок, а сколько на то, как разный риск-менеджмент может влиять на результат. Итак, здесь вы у меня видите на графике, сейчас, секунду, я что-то свою мышку не вижу здесь. Где моя мышь, трейдеры, не знаете, что с мышью? Вот мышь здесь. Соответственно, здесь мы видим NASDAQ, это минутный график, это очень важно. Первое, с чего вы должны начинать, эта вещь почему-то упускается всеми трейдерами. Сразу трейдеры начинают торговать. Сначала нужно понять, на каком таймфрейме ты торгуешь, какой конкретно сигнал ты торгуешь, используешь ли ты фильтры, торгуя по этому сигналу, какой у тебя будет position management, то есть будешь торговать одним ордером, либо двумя ордерами, каким процентом ты будешь торговать от своего капитала, то есть сколько это процентов от твоего капитала. Будет ли использоваться трейлинг стоп? Если нет, то какой риск-менеджмент, то есть какое управление сделками? Будет ли какой-то еще дополнительный фильтр и так далее? Вот сегодня я вам все покажу, что я обычно делаю. Сегодня будем глубже в эту тему погружаться. Итак, NASDAQ Futures, минутный график. По левую сторону вот здесь вы видите параметры риск-менеджмента 1, RM1, вот здесь. Сейчас я все объясню. И здесь NASDAQ, давайте, может быть, так сделаем, чтобы вам было видно. И здесь параметр риск-менеджмента номер 2. Чем отличаются вот эти два риск-менеджмента? В первом риск-менеджменте я использую стоп-лосс, точнее использую take-profit в зависимости от стоп-лосса на уровне 1 к 1,5. То есть, если у меня, допустим, по любому сигналу, то есть я не привязываюсь к конкретной величине пунктов здесь, допустим, там 10 пунктов, то take 15, 20, то take 25, то take 30, то есть 1 к 1,5 от стоп-лосса идет первый take profit. И для второй позиции используется трейлинг стоп. Как только цена пошла в мою сторону, вот я вошел, я сейчас вам покажу на графиках все это дело, чтобы сначала общую концепцию вам представить. И затем сразу начинается трейлинг стоп. Сейчас вы это все увидите. Но первое, самое главное, это какой актив, какой таймфрейм, сигнал какой конкретный, в этом случае я тестирую ротацию бара. Когда осуществляется вход в сделку? Вход, если, здесь я, кстати, добавил фильтр гистограмм, это тренд-фильтр. Этот фильтр я добавил в премиальную версию системы, чтобы сократить количество контртрендовых сделок и упростить немножко анализ тренда. И все просто. Если гистограмма зеленая, то вхожу на покупку, если красная, то на продажу по ротации бара. Это сигнал, который работает на пробое, то есть пробой уровня, коррекция. И вот здесь мы видим как раз стоп-лосс за максимум и минимум коррекции плюс 5 пунктов. То есть входишь в сделку, стоп за коррекцией 5 пунктов прибавил. Это может быть любая другая единица вот здесь, но для большей объективности. То есть стоп-лосс за коррекцией, если я просто напишу, то это мне дает определенное пространство, где, за какой коррекцией, повыше, пониже. А здесь конкретно 5 пунктов. Ага, стоп-лосс за коррекцией плюс 5 пунктов. Понятно, более объективно, чем если бы я оставил стоп-лосс просто за коррекцией. Да или нет? Да, абсолютно. Дальше.
Вот здесь мы видим, да, take profit 1 к 1,5 в зависимости от того, где мой стоп, да, take profit позиции 2, trailing стоп, по каким конкретно параметрам, в какой момент он осуществляется. Да? Это очень-очень важно. И второй риск-менеджмент вот здесь. Это NASDAQ фьючерс, потом евро покажу. Большинство из вас наверняка евро торгует, пару евро-доллара. Да? NASDAQ M1, RM2, то есть минутный график, риск-менеджмент 2. Тот же самый сигнал. Вход на покупку тот же самый. Но что меняется? Параметры управления сделками. То есть стоп фиксированный 25 пунктов. Take profit фиксированный 40 пунктов. То есть не зависит от того, да, какой там будет стоп, потом я выбираю, какой у меня будет take, да, по соотношению. А здесь у меня уже фиксированные параметры. 25 пунктов, 40 пунктов. Если сработал первый take profit, то есть take profit позиции номер 1, то позиция номер 2 уходит в безубыток сразу. И далее начинается трейлинг стоп. То есть немножко по-другому. Если здесь трейлинг включается сразу, то здесь трейлинг осуществляется только после достижения позиции. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Мы видим, что в RM1, где я использую соотношение риска к прибыли 1,5 в зависимости от стоп-лосса, где включается сразу трейлинг стоп, у нас получилось 43% убыточных, 57% прибыльных сделок. Это идеальные сделки, я сейчас беру те, которые полностью совпадают с правилами. Да. Мы видим, что если торговать объемом 0,1 лот, то прибыль $837. Если торговать объемом в 1 лот, то прибыль $8370. Вот что у нас получается по тому, как идет кривая. И вот обратите внимание сюда, вот на этот параметр. Точнее, не параметр, а то, что произошло, так называемое проседание, оно обязательно будет. И зачастую трейдеры, когда у них что-то начинает не получаться, потому что когда все прет, они воспринимают это как норму. Ну, естественно, я же трейдер, у меня же торговая система, все как, прибыль должна. Но будут периоды, когда условия неблагоприятны для того или иного сигнала, да, или вообще в целом рынке стоят, это не видишь движений, там то пошло, то нет. Мы видим ситуации, когда ничего не происходит, так называемое проседание, да, вот здесь. И большинство трейдеров ломаются в этой ситуации, они начинают уже, у них задние мысли, там что-то надо поменять, что-то надо добавить, что-то не работает, меняют таймфрейм, меняют инструмент, меняют актив, меняют время торговли. Это, кстати, все американская сессия. Меняют там стиль своей торговли, начинают торговать пробой. То есть у них 1000 мыслей в голове. И это происходит практически у каждого трейдера, но разница лишь в том, что профессиональные трейдеры, стабильно зарабатывающие, они осознают этот момент, а начинающие, они сразу бросаются, либо страдающие трейдеры, что делать? Это абсолютно нормально, поэтому важно дальше продолжать следовать плану. И как только условия благоприятные, представьте, что мы видим, моментом мы в 2 раза за кратчайший срок вылетели. И зачастую вот здесь как раз трейдер, когда прекращает торговать или прекращает следовать правилам, тут начинается движение, а он уже не готов взять эти движения. То есть он их не видит, потому что боится снова потерять. Потому что здесь он лосс больше, все, достиг ты своей точки кипения, да, точки терпения, ты говоришь, все, больше не буду входить, или начинаешь быть слишком осторожным, и тут рынок тебе сыпет, на тебе, бери, и ты такой, не, я уже получил лосс, здесь нет. Ну вот в частности, вот мы про эту ситуацию говорим здесь. Не, я больше не буду входить, и рынок отрабатывает сигнал, и боль в 3 раза сильнее. Боль, во-первых, то, что ты здесь нахватал лосс, и боль от того, что ты здесь не заработал, и, короче, ты опять в психологической жопе. Вот у меня такое было регулярно, стоило мне только чуть снизить градус веры в свою систему или в свой метод, тут же сигналы сыпались, а я такой, что делать дальше? Поэтому важнейший момент, трейдер, еще раз, тестирование, то, что необходимо делать. Когда трейдеры заказывают систему кластер трейдер, у нас есть конкретные инструкции, что нужно делать в первую, во вторую, в третью очередь, затем как вычислить свое математическое ожидание, и потом уже переходить на реальный счет с гораздо другой головой, гораздо чище твои мысли. Понятно, что будут какие-то ошибки, но тем не менее ты будешь понимать, что ждать, чего ждать, каких в среднем профиты, какие просадки, в каких ситуациях ты будешь делать деньги. И ты будешь понимать, что, если что-то не идет, значит какие-то условия на рынке, не просто что-то не работает, а просто условия определенные. То есть это называется ясность, прозрачность твоего сознания. Очень важный момент.
И, соответственно, мы видим в итоге 837 долларов, если 0,1, это минимальный лот, да, которым может торговать фьючерсный индекс NASDAQ, и один лот это 8370 баксов. Круто. Очень-очень здорово. Идем дальше. Второй риск-менеджмент. Но что интересно, здесь мы видим одно отличие. Какое отличие? Давайте чуть, может, поменьше. Какое отличие вы видите здесь? Отсутствие глубокой просадки, да, отсутствие резкого такого движения, более сглаженное движение, да, и здесь я использовал фиксированный take profit и стоп-лосс. Стоп-лосс 25, take profit 40, это получается где-то 1.7, да, соотношение. Соответственно, здесь мы видим 40% убыточных, 60% прибыльных сделок, и ротация бара один из самых стабильных сигналов трейдеров. Среднего отработка 60-63% по последним тестам. Порой она зашкаливает в лучших условиях до 70, может быть больше процентов, но вот это такое среднее значение, оно очень устойчиво, оно вообще не меняется. За последние 3-4 серий тестирований мы не заметили радикальных изменений. Где-то 65, сейчас я вам покажу, евро-доллар. Но тем не менее, мы видим 9000 долларов, если вы торгуете объемом в один лот, да, и довольно сглаженная кривая. Да, здесь мы видели ситуацию, когда рынок резко, точнее наша кривая резко отклонялась в сторону. Но тем не менее, потом мы резко взлетели, здесь то же самое, потом мы резко взлетели. То есть мы видим, что сигнал-то одинаковый, и когда условия благоприятны, кстати, какие моментумы рождаются, да, имеется в виду, как твой депозит может залететь. Если ты эти движения не берешь, ты как бы остаешься примерно на том же уровне, допустим, где-то здесь, да, и твоя просадка продолжается и финансовая, и психологическая. Поэтому так важно еще раз настойчиво следовать своим правилам, но при этом ты должен знать, что ты делаешь прибыльно, да? А не то, что ты тупо торгуешь от злости уже. Я соблюдаю правила, я трейдер, я системный трейдер, я больше не буду нарушать правила. То есть ты от балды торгуешь от злости. Нет, ты должен, во-первых, с улыбкой подходить, то есть на позитиве это прикольно делать тесты, прикольно смотреть, что работает, прикольно исследовать, прикольно находить какие-то ситуации, где ты можешь больше взять, где ты можешь добавить, где ты можешь... Короче, масса вариантов, как ты можешь реально сделать из своей методологии, ту методологию, от которой ты будешь кайфовать просто-напросто и понимать, что тебе, как лучше торговать. Мой риск-менеджмент, и вот к чему я привык, это вот к этому, да, к управлению позицией вот здесь, как вот здесь. Вот это моя основа торговли, вот здесь. Да. Это имеется в виду риск-менеджмент, да, стоп-лосс за минимум, максимум коррекции, take profit 1, сейчас чуть больше поставил, 1.1, то есть на каждые 1000 долларов 1500, да, и затем идет трейлинг стоп сразу, то есть он включается сразу, сейчас на графике покажу. Давайте, кстати, откроем какой-нибудь график, то без графика тяжеловато, да, график NASDAQ. Вот давайте фьючерсный индекс NASDAQ, да, и вот мы с вами разберем сделку. Сейчас я посмотрю, у меня фильтр выключен, да. Кстати, пару слов надо сказать про тренд-фильтр. Он очень простой, он основан на наших уровнях, ключевых уровнях поддержки сопротивления и на некоторых внутренних фильтрах. Да, и в результате вы видите гистограмму желтую, это бестрендовое состояние, красную и зеленую. Понятно, что если рынок флетовый, бестрендовый, гистограмма может скакать, да, с одного цвета на другой. Понятно, что если рынок трендовый, то мы будем ловить классные движения большую часть времени. И вот здесь надо обратить внимание, что у нас есть параметры для каждого таймфрейма. Вот если я торгую на минутке, я могу отфильтровать свой тренд со старшего таймфрейма 5-минутным, 15-минутным, 30-минутным и так далее таймфреймом. Я использую M5, можно поставить M15. Вот обратите внимание, сейчас стоит M5. Если я поставлю M15, хоп, поменялось, видите? То есть сгладился тренд немножко. То есть был до этого нисходящий, потом флэт, потом вот здесь мы видим начался восходящий тренд. Все, что после зеленого, желтое, это восходящий. Но вот это период, когда восходящий ослаб, а здесь нисходящий, ослаб, восходящий начался. Но если я верну M5, тогда мы будем видеть чуть более быстрое изменение гистограммы. Но я рекомендую трейдерам, которые у нас торгуют на M1, использовать 5-минутные настройки, потому что мы-то торгуем внутри сессии. То есть мы торгуем вот короткий отрезок, нас не интересует по факту, что вот здесь происходит.
да, в течение дня. Нас интересует вот этот вот период, да, торговый. И если М15, немножко дольше нужно ждать изменения состояния, ты можешь пропускать вот такие локальные движения, какие-то локальные всплески, которые могут привести к большим профитам, да, и лучше, конечно, их ловить. Да, это первое. То есть тренд-фильтр – это специальный фильтр для, особенно для меня в частности, которые для трейдеров, да, таких, которые часто любят искать сделки против тренда. Ну вот у меня такая не то что натура, но я в свое время очень много торговал против тренда. А у меня было неистовое желание поймать этот разворот, когда я ловил или определять эту самую точку, где наконец рынок развернется. Крутой способ торговать против тренда. Я знаю кучу трейдеров, которые так делают и делают это круто. Но опять-таки вопрос, знаешь ли ты грань, да, баланс, когда нужно входить. Не просто входишь. И вот порой у меня бывают такие заходы, я начинаю слишком обильно находить сделки против тренда, у меня проявляется мое эго и желание там, да, быть правым и встать на пути рынка, чувствовать себя героем, да, вот такой, да. Я думаю, что вам это знакомо, если да, ставьте лайки. Вот. А у меня такое бывает периодически, и это классный фильтр визуально. То есть я смотрю, гистограмма там зеленая, ага, есть ли все мои условия. Так вот, как теперь выглядит конкретный сигнал? Давайте к торговой сессии, где у меня были сигналы. Я сейчас найду ситуацию, и мы с вами разберем. Причем может быть ротация, но не быть входа за счет того, что нет условий. Так, по NASDAQ мало было трейдов, я вам так хочу сказать. Вот трейд, который я поймал, один из самых больших трейдов по этому индексу на неделе был. Вот здесь обратите внимание. Первое, да, вот сначала речь про сигнал. Вот сигнал ротации бара. Белый, черный бар. Вот точка входа. Давайте, может быть, так сделаем, да. Вот точка входа по этому сигналу. Вот здесь. И в этот момент я смотрю на гистограмму, она красная. Да или нет? Да, абсолютно. Бар черный после белого, да или нет? Да, абсолютно. Перед этим у нас было движение вниз. Движение вниз, коррекция, белый черный бар. То есть я беру тот же самый свой сигнал, ротацию бара. Единственное, что я сюда добавляю, это трендовый фильтр. И если у меня есть карман, то есть впереди нет никакого уровня поддержки, вот мы с вами об этом говорили, о фильтрах, да, то я нажимаю Sell. Да? Вот здесь я нажимаю Sell. И получается, что мой первый таргет будет 1 к 1,5. То есть если стоп, здесь, допустим, 40 пунктов, то 60 пунктов как раз на уровне будет первый таргет. И дальше начинается трейлинг стоп по параметрам волатильности. И этот трейлинг стоп меня приводит к точке выхода вот здесь, в районе 150 пунктов прибыли. Это чудовищная прибыль, потому что NASDAQ так много не часто ходит. Да, и такой устойчивый ровный тренд. И причем, что важно, здесь я не использовал в тестировании добавку к позиции. То есть зашел как по изначальному, да, 2 позициями. То есть еще раз, кто новенький трейдеры, нажимаю вот эту кнопку. Все происходит автоматически, я забыл сказать. Исправляется все вот этим советником. Это советник ATM, это новая версия, но есть еще одна новейшая версия. Я сейчас вам, может, я покажу. И здесь мы видим настройки для каждой позиции. Вы можете торговать одним контрактом, вы можете торговать 2 контрактами. То есть мы не бездельничали это время, пока дома и пока рынки не очень активны. Настройки для 3-й позиции. Я не использую 3-ю позицию, у меня стоит false. Да, я использую 1-ю позицию и 2-ю позицию. Настройки для 1-й и настройки для 2-й одинаковые, за исключением того, что для 2-й нет take profit и используется трейлинг стоп. Здесь в общих параметрах я могу включать трейлинг стоп сразу, либо нажать false и не включать его, пока 1-й take profit не достигнут. То есть очень-очень гибкий способ, да, управления позицией, может тестировать разные варианты риск-менеджмента, мани-менеджмента с разными трейлинг стоп-лоссами, с разными параметрами и так далее. Крутой способ, да, найти для себя оптимальный вариант и самый прибыльный вариант торговли с меньшими просадками и так далее. В общем, это мой риск-менеджмент, классический, я его в принципе не менял. Соотношение 1 1 к 1,5. Соответственно, если я нажимаю на советники, вот здесь, я не знаю, вам видно в углу, вот он здесь. Если я нажимаю Buy, Sell, в данном случае я нажимаю кнопку Sell, тут же устанавливается стоп. В процентном риске 0,3% на единицу, итого у меня 2 единицы, то есть 2 ордера, итого 0,6% риска. Стоп уходит за
максимум, ну, вот мы максимум возьмем плюс 5 пунктов, ну, практически тик в тик. Да? То есть практически, давайте вот так, тик в тик за high. Да? Здесь получился, я сказал 40 пунктов, ну, округлим 40. Да, здесь у нас получился 60, 1 к 1,5. Как только первый таргет достиг, уже трейлинг стоп к этому времени подтягивается, он сразу начинается. Вот я здесь вошел, рынок там 2-3 бара вниз дернулся, начинается этот трейлинг стоп по параметрам волатильности. Потом, после достижения, он продолжается. То есть вторая позиция двигается вслед за ценой, пока не наступили условия, когда цена ее выбивает. Соответственно, эти условия наступили здесь. Переходим к евро-баксу. Здесь мы видим те же самые параметры: евро-доллар, минутный график, сигнал ротации пара, вход на покупку, если гистограмма зеленая, вход на продажу, если гистограмма красная, стоп-лосс за максимум-минимум, плюс 3 пункта, take profit 1 к 1,5, второй трейлинг стоп, все то же самое. Все те же самые практические параметры, только мы видим количество пунктов поменьше, потому что евро менее волатильный инструмент. И второй риск-менеджмент то же самое, только с фиксированными параметрами, стоп-лосс 12, take 20, то есть вне зависимости от того, какая волатильность, 12 и 20, 12 и 20. То есть этот подход тоже имеет свои минусы, потому что если волатильность узкая, то порой вот смотришь на график, а там евро ходит там 5 пунктов или 4 пункта, а ты ставишь 112, то есть стоп должен быть гигантский просто, да, тогда. И ты можешь прождать сделку очень долго, отсюда вот появился дополнительный фильтр. Я не сторонник ждать сделки долго, потом надо в нее добавлять какие-то свои, да, критерии, да, имеется в виду, ты вошел, ждешь полчаса, час и уже начинаешь дергать ее, но это долго очень. Для дейтрейдинга ждать час сделку на трейдера очень долго. Несмотря на то, что второй риск-менеджмент оказался также чуточку лучше. Мы видим 65% прибыльных сделок, 35 убыточных, $410, если один лот, 0,1 лот, и если вы торгуете обе-1, $4000, то есть суммарно вместе с индексом NASDAQ это 13 тысяч долларов, да, если мы торгуем по этим правилам. Соответственно, вот этот риск-менеджмент, несмотря на то, что здесь мы видим чуть больше процент убыточных, естественно, меньше процент прибыльных и чуть меньше профит, мне ближе. Да. Почему? Потому что быстрее известен результат. А здесь ты можешь ждать сделку, даже если рынок во флэт, мне интересно торговать так. То есть это личное предпочтение, да, чтобы мне было более комфортно торговать. Я знаю трейдеров, которые торгуют с фиксированным и чувствуют себя хорошо, да, можно там меньше поставить параметры, да, там не 12 пунктов для стоп-лосса и 20 для тейк-профита, поэкспериментировать, но опять же таки, если ты ставишь слишком короткий, то при большой волатильности вылетаешь. Да? Тут нужно найти баланс. Поэтому вот это пока для меня более сбалансированный вариант. Я, в принципе, так торговал все последнее время. И единственное, что я увеличил, это вот этот первый take profit. У меня до этого был там 1.2, да, плюс-минус здесь 1.5 на 3 единицы, да, побольше стал первый тейк, и больше никаких изменений здесь нет, процент риска тот же самый. И здесь мы видим тоже, не все так ровно, так не бывает. Да, мы видим здесь, когда условия благоприятные, бум, моментум, потом флэт на рынке, бум, моментум, да, и он продолжается дальше. То есть ты должен понимать, в каких ситуациях, откуда приходят твои периоды, когда не происходит новых максимумов на твоем депозите, да, и когда они, наоборот, происходят, то есть с помощью чего, где твой крючок, где твой рычаг достижения профита. А когда ты просто шпаришь сигналы, не осознавая, не понимая, нет никакого толка. Поэтому ты выгружаешь статистику, ты делаешь тестирование, ты смотришь, ты моделируешь. То есть это больше работа за пределами рынка, нежели в рынке. Да. Теперь давайте немножко разберем сигналы. Вот сейчас сигнал по евро, который у меня был на прошлой неделе. И вот здесь мы видим ту же самую ситуацию. То есть опять же таки это называется узнаваемость ситуации. Понимаете? Это не говорит о том, что с каждой сделки у тебя из такой ситуации будет переть. Нет, это зависит от рынка, будет он двигаться или нет. Но вот здесь мы видим ту же самую ситуацию, что по индексу NASDAQ. Черный пар, гистограмма красная, да, это было движение вниз, да или нет, да. Белый бар, то есть коррекция, то есть пробой уровня, коррекция, ротация бара. Да, здесь мы не видим пробой уровня со старшего таймфрейма. Именно поэтому здесь у меня стоит фильтр M5, потому что если я поставлю M15, то этого всего не будет. Да? Будет флэт, понимаете? То есть фишка
использование вот такого быстрого таймфрейма 5-минутного, ну и этих уровней у меня нет на графике, но тренд-фильтр видит эти уровни, да, индикатор. Соответственно, фишка использования таких коротких уровней в быстрой смене тренда, потому что если тренд быстро меняется, я буду к этому готов, и как дейтрейдер, как трейдер, который долго не держит позицию, у меня только есть 2-3 часа, да, времени на взятие движений, и они большинство происходят именно в период, да, с 5:30 Москвы до 7:30 Москвы, а в основном даже до 7, я бы сказал, особенно валюты, потому что там уже к 6 волатильность падает, да, по Москве, то есть 1,5 часа, а потом уже, если вы валюту торгуете, поэтому можно по валютам начинать раньше торговать, где-то в 3 часа дня Москвы. Вот. Ну, опять же, посмотрите по своим тестам, по своему моделированию. Так вот, ранняя смена тренда я буду ловить, да? Раннюю смену тренда, вот как здесь мы видим, вроде до этого все росло вверх, 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 и тут потом, моментум вниз, посмотрите, что потом творилось. Да? Sell здесь, и ты все это время находишься в трейлинге. Ты можешь наращивать новую ротацию бара, давайте вернем 5-минутный график. Потом, как правило, мы будем видеть еще ротацию, можем добавить, потом мы видим еще ротацию, можем добавить. Потом мы видим еще ротацию, можем добавить, даже вот здесь, не туда поставил. Потом мы видим еще ротацию, можем добавить, но здесь гистограмма уже желтая. Потом видим еще ротацию, можем добавить, но это уже, точнее, за пределом нашей сессии, не можем добавить. Можем это делать, да, но есть минусы в наращивании. Ты можешь убить прибыль, да, потому что если рынок где-то здесь развернется, вот, например, здесь ты еще добавил ротацию, на ротацию залился, и он бум развернулся, ты получил полный лосс, и этот лосс съел твою, там, часть твоей прибыли, и все как бы, да, вместо того, чтобы там, взять полный тейк. То есть есть плюсы и минусы в наращивании позиций. Я бы сказал, что это можно сделать системным таким, да, подходом, но, на мой взгляд, это зависит от ситуации, и трейдер должен ориентироваться на свой собственный опыт. Я не скажу, что я на 100% системный трейдер, в плане того, что я прям на 100%, вот, я бы сказал, на 90-95% я четко действую по принципу «я вижу, делаю», то есть вижу это, то делаю так, то есть полностью объективный подход, но 5% я оставляю для немножко своего внутреннего аналитика, чтобы немножко пообщаться с самим собой, посмотреть, не кидаться вот прям вот в крайность, что вот сигнал, такой, да, как задрот. Да нет, а немножко пошире посмотреть, а немножко полистать график, имеется в виду посмотреть налево, где мои уровни, прикинуть, какие лучшие варианты у меня могут быть, да, и так далее. То есть 5% для своего собственного видения, на основе своего собственного опыта я оставляю, да, возможно, цифра будет меняться в будущем. Да? Чем больше я торгую, тем, да, более там, замечаю какие-то моменты, которых раньше не замечал и так далее. Но при этом мы можем торговать, когда гистограмма желтая. То есть это тренд, моментум, имеется в виду рынок сильный, трендовый, валится, да, и затем видим небольшая пауза этого тренда, мы можем селить тоже в таких паузах, но это чуть более агрессивные трейды считаются, и я не учитывал вот в этом тестировании, вот здесь я не учитывал ситуации, когда гистограмма желтая, я учитывал только ситуации, когда гистограмма красная либо зеленая. То есть такие ситуации не учтены, даже если они прибыльны, имейте в виду. И не учтены ситуации после 16, точнее после 19:30 московского времени. То есть какие-то сигналы возникают, я их не брал. То есть плюсы 5-минутного... кстати, еще один фильтр есть. Вот здесь. Здесь есть еще один фильтр. Включить доп-фильтр. Если я нажму True, ситуация может поменяться. Давайте посмотрим, как она меняется. Оп! Посмотрите, как ситуация поменялась. То есть у нас тренд по самое не хочу. То есть плюсы и минусы, мы можем с этим играть, и вот мы со следующей недели, скорее всего, начнем рассылку по премиальным трейдерам, ну, кому это нужно, бесспорно, это входит в общий, да, абонемент, какие-то дополнения системы, какие-то обновления, но для премиум, это обновление премиум-версии. Да, то же самое касается советника, это обновление премиальной версии советника, где мы видим мультинастройки. Есть еще одна версия, но она уже сделана на самом деле. Здесь мы добавили еще пункты, да, но тем не менее, это пока еще не будем к этому переходить. Резюмирую, тесты показали, что евро, доллар и NASDAQ. Я сейчас закончил уже почти тестировать фунт доллар, там тоже интересные результаты, но суммарно получается 12-13 тысяч долларов, мы можем отсюда 1000 баксов сразу списать комиссии, да, там всякие по раскаде, 12 тысяч баксов, торгуем объем в один лот, целый лот, есть 0,1, понятно, что это будет цифра
цифра поменьше, это $1200, но тоже неплохо, учитывая, что каких-то радикальных глубоких просадок или ухода в минус здесь вообще мы не видим. То есть, начиная торговать по сигналу, мы видим небольшую паузу здесь, потом бум момент. Но этот момент может начаться сразу, когда ты начнешь торговать. Это все зависит, в какой рынок ты придешь в начале. Да, имеется в виду, ты начал торговать по правилам, вот какой сразу первый день, второй день. Потому что первый день можешь начать торговать, например, до этого рынок был трендовый, а ты в первый день начинаешь торговать, или первую неделю по сигналу, и у тебя так движение идет в обратную сторону. Ну ты же до этого не знаешь, что было, потому что ты не торговал. И тут, значит, ты такой, ой, что-то нету, что-то не идет, ой, а что у меня не так, ой, ой. У тебя страх, это естественно страх будет, да, потому что как так, но это нормально, ты еще ничего не знаешь, ты только вот приходишь, поэтому сначала нужно начинать не с реальной торговли, а с моделирования, да, потом уже переходить к реально, когда у тебя какая-то база будет, да, для работы, ты должен получить статистически прибыльный результат, то есть математическое ожидание должно быть прибыльным, иначе какие твои там усилия, там можешь бить в бубен, там нет, не поможет, ничего не изменится, пока ты не начнешь это делать. В общем, еще раз, трейдеры, я очень надеюсь, что это видео было очень для вас полезным, потому что удивительно, что вот видео, когда «Как заработать?» Вот моя уникальная методология. Вот там, с помощью там такой-то этой набирает тысячи и тысячи просмотров. Ролики, которые подразумевают какой-то риск-менеджмент, там назовешь психологией. Ну, так, давайте исправим эту ситуацию. Давайте навалим сюда лайки, давайте навалим сюда просмотров, давайте сюда навалим, что самое главное, это репосты, комментарии. Почему такие видео не так воспринимаются трейдерами, как ролики, когда мой метод, уникальный торговый паттерн, это мой метод. Я, кстати, как-нибудь назову это видео, чтобы вы открыли, нажали кнопку. Ладно, спасибо вам большое, всего доброго, торгуйте, тестируйте, зарабатывайте, подключайтесь к нашему профессиональному сообществу, ссылка на торговую систему Cluster Trader под этим видео. Всего вам доброго и до встречи. Пока. Все, пока, коллеги, до связи.